Куда после Угледара пойдут российские войска? Кого Северная Корея бросит воевать в Украину? И какого президента пророссийские силы отправляют в отставку? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Франция передает «Миражи» – самолеты для Украины. Когда, сколько и зачем? Самым важным аспектом является подготовка пилотов и механиков, которая продолжается в Нанси. КНДР отправляет войска в Украину. Как это будет выглядеть? Интеграция северокорейских военных, которые проводят активные боевые действия, в российскую армейскую систему, выглядит крайне странно. Новые уголовные дела против оппонентов Лукашенко, который, конечно, не готовится к выборам. Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры по обеспечению принципа неотвратимости наказания. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», так вы можете нас поддержать. Ну и поехали! Российские войска в Донецкой области не остановились после захвата Угледара и продолжают наступление на других участках фронта. Основные цели сейчас – Курахово и Покровск, но противник также атакует и второстепенные направления. Об этом пишет РБК «Украина», анализируя дальнейшие угрозы на фронте. Хотя потери города, ощутимый удар, она не дала россиянам стратегического прорыва, и фронт не посыпался, вопреки мнениям российских же пропагандистов. Украинские журналисты и главный редактор издания «Цензорнет» Юрий Бутусов считает, что как раз наоборот, потеря Угледара станет серьезным поражением с тяжелыми стратегическими последствиями. Этот город был важным укрепрайоном. Теперь, после утраты Угледара, противник сможет развернуть наступление на Великую Новоселку с востока и на Курахово с юга, где уже нет таких подготовленных оборонительных рубежей, говорит Бутусов. Чтобы защитить Днепропетровскую и Запорожскую области с востока, необходимо срочно создавать новые линии обороны. О том, где все-таки правда, мы спросили военного аналитика, от которого не ускользает ни одно событие на фронте, Александра Коваленко. Селидово. Там российские оккупанты сейчас получили возможность после оккупации украинского открыть южный фланг для атак на Селидово. То есть сейчас будет Селидово под атакой с трех направлений: с северного, восточного и южного. Ну и, конечно же, после того, как будет сформирован южный фланг, если он будет сформирован, они будут пытаться интенсифицировать уже вторую волну наступления на Покровск. Единственное, что в октябре российские оккупационные войска могут предпринять первые попытки штурма Мирнограда. То есть штурмовые действия Мирнограда могут именно в октябре начаться. Далее это Торецкая, конечно же, агломерация, где они будут достаточно активно вести боевые действия. Часов Яр, где они уперлись в канал и уже 2, даже больше месяца не могут закрепиться на правой стороне от канала. То есть довольно-таки серьезная для них оказалась эта преграда с учетом упорства и опыта гарнизона, который находится в Часовом Яру сил обороны Украины. И довольно-таки опасная зона, где они никуда не торопятся, но постепенно продвигаются, это Лимано-Купянская ось, выход с Песчаного на левый берег речки Оскол. Угледар стал ключевой точкой сопротивления еще с начала полномасштабного вторжения в 2022-м. Один из самых крупных разгромов российских войск произошел именно под Угледаром в феврале 2023-го, когда 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Российской Федерации потерпела серьезное поражение, практически перестав существовать. Но в дальнейшем Россия изменила тактику, начав активнее использовать авиабомбы. КНДР может отправить своих военных в поддержку России на территорию Украины. Эта вероятность довольно высока, как отмечает министр обороны Кореи Южной Ким Йонг Хэн, которого цитирует The Korea Times. Министр напомнил, что Россия и КНДР подписали взаимный договор, который напоминает военный союз. По его словам, из-за этого договора вероятность отправки северокорейских войск в Украину является очень реальной. Об этом мы спросили военного аналитика, который давно и очень внимательно изучает события на войне России в Украине, Александра Коваленко. Интеграция северокорейских военных
которые проводят активные боевые действия в российскую армейскую систему, выглядит крайне странно. Ранее были слухи о том, что якобы Путин запросил у Ким Чен Ына инженерные бригады. Но инженерные войска — это несколько другое. Инженерные войска, они обеспечивают там строительство, те же самые фортификации, разминирование, минирование. То есть тут коммуникация как таковая, когда они знают свой спектр задач, коммуникация с российской стороной будет минимальная. Но когда мы говорим о штурмовых подразделениях, которые проводят активные боевые действия, то коммуникация там происходит 24/7 каждую минуту вообще, круглосуточно и постоянно. И как они будут между собой коммуницировать, вопрос серьезный. Собственно, сложно сказать относительно, насколько эта информация соответствует действительности. Я могу сказать только так. Будут верифицированы первые корейские штурмовики, северокорейские штурмовики, тогда, думаю, об этом можно будет говорить более предметно. Министр обороны Южной Кореи также упомянул, что сообщения о погибших военных из КНДР на временно оккупированных территориях Украины, скорее всего, соответствуют действительности. Франция планирует передать Украине истребители «Мираж-2000», которые перед передачей будут модернизированы современным оборудованием. Как заявил министр обороны Франции, обновленные самолеты будут готовы к отправке в первой половине 2025-го. Работы по модернизации проходят на базе Казо в Жеронде. Об этом сообщают французские медиа. Цель состоит в том, чтобы оснастить их боевыми возможностями класса «Воздух-Земля» и усилить их систему радиоэлектронной борьбы. Но самым важным аспектом является подготовка пилотов и механиков, которая продолжается в Нанси. «Мираж-2000» – многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный компанией Dassault в 1970-х годах. Этот самолет стал одним из самых успешных проектов французской авиапромышленности и остается на вооружении во многих странах. «Мираж-2000» был создан как ответ на появление новых поколений советских истребителей. Он способен выполнять широкий спектр задач, включая перехват и нанесение ударов по наземным целям. Украинские вооруженные силы выражают уверенность, что эти самолеты значительно усилят их боевые возможности. Ну а президент Франции Эммануэль Макрон летом 2024-го подтвердил намерение передать Украине эти истребители, хотя точные детали поставок пока не раскрыты. В Грузии снова пытаются уволить президента. Правящая партия «Грузинская мечта» начала повторный процесс импичмента президента Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает спикер парламента. Причиной, говорит он, стало то, что Зурабишвили совершила несколько зарубежных поездок в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву без согласования с правительством. По мнению партии, это нарушает Конституцию, согласно которой президент может выполнять внешнеполитические функции только с разрешения Кабинета министров. Если Конституционный суд подтвердит факт нарушения, вопрос об отстранении президента будет решаться уже новым составом парламента, говорит спикер. Но в текущем составе у грузинской мечты недостаточно голосов, чтобы завершить процедуру импичмента. Отстранение от должности в порядке импичмента с точки зрения срока полномочий имеет во многом символическую нагрузку, но юридическая и политическая нагрузка этого решения весьма принципиальна. Нарушительница Конституции Саломе Зурабишвили должна остаться не бывшим президентом, а свергнутым президентом, что как прецедент сыграет важную превентивную роль в предотвращении подобного произвола в будущем и укреплении грузинской демократии. Предыдущая попытка импичмента, предпринятая осенью 2023 года, также не увенчалась успехом. Тогда популярность Зурабишвили росла благодаря ее проевропейской и проукраинской позиции. Полномочия Зурабишвили истекают после парламентских выборов, которые пройдут 26 октября этого года. Согласно Конституции, выборы нового президента должны состояться в течение 45 дней после первого заседания нового парламента. То есть вопрос принципиальный, выглядит как наказание за проевропейскую позицию.
Следственный комитет Беларуси возбудил новое уголовное дело против 45 оппонентов Александра Лукашенко, арестовав их имущество. Речь идет о людях, связанных с платформой 2025, которых подозревают в попытке сорвать выборы 2025 года, а также участниках шествий солидарности 9 августа в рамках Дня достоинства 2024 в разных городах Европы. Следователи считают, что платформа 2025 была создана для вмешательства во внутренние дела страны, дестабилизации общества и срыва выборов. Также добавлено 22 новых подозреваемых, которые, по версии Следкома, поддержали Светлану Тихановскую и пытались захватить власть неконституционным путем. Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры по обеспечению принципа неотвратимости наказания и возмещению ущерба, в том числе в рамках специального производства. Кроме того, начато дело против участников акции в нескольких странах, включая Чехию, Польшу, Литву и США. По мнению следствия, эти мероприятия были направлены на подрыв репутации Беларуси и ее руководства. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Не забывайте поддерживать нас, кнопочка «Супер спасибо» существует, и множество других разных способов. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.